Привет, меня зовут Саша Киселева, и это очередной скетчбук-тур. Вот уже как полгода я живу в Грузии, и на лето мы с друзьями сняли домик в деревне, абсолютно посреди ничего, в глуши. Тут очень прикольно, холмы и горы вокруг, горная речуга, очень много зверей. К нам время от времени заходит корова на участок, мы им только рады. И этот скетчбук я начала, кажется, в июне, а сейчас середина августа. Не скажу, что успела нарисовать в нем многое. Во-первых, у меня были рабочие вылазки в Тбилиси, в Батуми. Во-вторых, я рисовала не только в этом скетчбуке, но в нем, мне кажется, мне есть что показать. И я, безусловно, буду его еще дорисовывать и буду снимать продолжение к этому видео. Предлагаю не тянуть время и приступить. Это скетчбук Heavy Aqua от Max Goods. Это уже второй скетчбук, который я у них заказываю. Тут вот написаны характеристики. Мне очень нравится, что это 230 грамм бумага, 48 листов, довольно большой и объемный скетчбук. Собственно, чем мне нравится эта бумага? Тем, что у нее есть небольшая текстурка, но глобально она достаточно гладкая для моих любимых графических решений. Я очень люблю контур, и когда у бумаги слишком большая текстура, ну типа акварельной, меня это на самом деле очень расстраивает, потому что я не могу рисовать так, как привыкла и как люблю. Первый рисунок в этом скетчбуке от 21 июня 2022 года, месяца полтора назад. В этом скетчбуке на самом деле сильно больше моих мыслей и внутренних переживаний, чем самих рисунков. Здесь же я начала пробовать небольшую композицию листа, прежде чем рисовать общую. Здесь то же самое. Сперва композиция, потом общая. Это, наверное, один из моих любимых рисунков, в принципе, за это лето. Мне невероятным образом нравится в нем все. Нравится, как у меня получилось прописать задний план и горы. Нравится яркость переднего плана и правдоподобность цветов. Нравится, что я совместила графику, как я люблю, но в этот раз абсолютно нет контуров, что круто. Потому что обычно я использую черные контуры, а потом думаю, блин, ну это читерство, я так делаю всегда. В этот раз я использовала цветные карандаши, и я очень довольна. В ту же прогулку по дороге домой мне попадались разные ребята, их я тоже решила поскетчить, очень сложно. Они кажется, что статичны, но на самом деле находятся в беспрерывном движении, шевелят ушами, носами, бодают себе бока, чтобы сбить мух. В общем, это бесконечное движение. Поросята вообще постоянно кружили вокруг. Наверное, мои любимые вот эти малюсенькие коровки смешные. Да и вот эти тоже ребята хорошие вышли. Тут я хотела нарисовать домик на нашем участке. Казалось бы, самая близкая цель и самая близкая модель. Но я все вот никак за лето не могла до нее дойти, но обещаю ее сделать и показать. Это тоже вид с балкончика с нашего, довольно быстрый и живой, и тоже я использовала цветные контуры. А тут решила нарисовать дождь водой. Это было интересно, потому что шел ливень, я подставила скетчбук, что-то покапало на него, я добавила воды от себя, поставила его вертикально, так, чтобы он стекал. И, в общем, получилось, что дождь рисовал сам себя. Но потом как-то у меня было плохое настроение, я добавила еще надпись. Что ж. И это мы поехали ужинать спонтанно в красивое живописное место. Оно и правда было таким. Очень быстрая зарисовка. Я на самом деле хотела ее детализировать дома, продолжить ее дорисовывать карандашом. Но потом, спустя какое-то время, поняла, что мне в целом нравится и так. Тут есть красивый элемент того, как краска себя повела, как повела себя акварелька. Тут эффект грануляции.
В общем, довольно интересно вышло само по себе. Я решила, ну что я в конце концов буду дорисовывать скетчбук, он на то и скетчбук. Тоже вид из окна, я абсолютно разленилась и перестала ходить куда-то рисовать. Рисую дома. Сперва набросала все синим карандашом, потом акварель, а потом еще синим карандашом добавила нюансы. Опять же, мне нравится, как вышло по цветам. Как тут можно видеть, я, в принципе, экспериментирую с цветом. Обычно я рисую цвет-цвет. Тут экономизм, боже мой. Академизм во мне не может никак уснуть. Но я насильно себя заставляю, добавляю цвета, которых я не вижу в реальности, но которые хотела бы видеть на своем рисунке. А тут я живу в доме с другим художником Ваней Кузуковым. У нас 5 человек, один из них Ваня, и он рисует такие клевые портреты одной линии, очень логотипоподобные, выверенные. А я его спародировала. Опять же, нарисовала сперва маленькую композицию, разобрала для себя элемент, который мне был неясен, нарисовала общую. Это вид с гамака, в смысле, лежа на гамаке и смотря вверх, можно увидеть вот это дерево. Я долго на него любовалась и смотрела просто так. Меня абсолютно заворожили его мшистые, узловатые, ветвистые ответвления. И я не смогла не нарисовать. Но тут уж я добавила свой излюбленный черный контур. Но не жалуюсь, мне нравится результат, мне нравится, какая глубина у меня получилась. Специально не трогала задний план и усилила передний. Мертвая птица. Невероятный сюжет. В плане довольно странно, что мне захотелось это нарисовать. Это мы пошли на речку, я взяла с собой скетчбук, мы плавали, а потом перед тем, как пойти домой, я увидела эту птицу, прошла мимо в ужасе. Потом подумала, а в чем, собственно, ужас? Это естественный ход жизни, естественное ее завершение. Вернулась, посмотрела еще раз, ушла, опять вернулась. В общем, она меня заворожила, и я решила, что раз так, надо рисовать. И мои друзья ушли, а я осталась одна наедине с этой птицей. И довольно быстро ее сделала, то есть я тут не сильно выверяла, может быть, минут 10-15 от силы. Тоже добавила контур потом. В общем, она почему-то меня зацепила. Это интересная история тоже в нашей же деревне, где мы живем. Такой очень красивый то ли фургончик, то ли будочка. Она всегда на закате здоровски освещается. У нее сияют абсолютно ее стеклянные окошки, а лес начинает темнеть в первую очередь. Мне очень понравился этот сюжет. Я пришла специально нарисовать, и дорисовывая, мимо проходили ребята из дома, который здесь, и позвали нас в гости, и мы пили чаи, кофе, вина с милейшими людьми, с бабулями, с этими ребятами. Подружились, они нам много рассказали про деревню, и вообще было очень-очень-очень прикольно и трогательно. Все благодаря тому, что я сидела там и рисовала. Тут тоже есть классные моменты, например, то, как красиво повела себя краска. Я много карандаша добавила потом, помимо контура. Тут даже есть белая гуашь. В общем, на самом деле, на месте я налила очень много воды, и тут все было в таких водяных акварельных заливках, а уже придя домой, вот эта вся детализация появилась спустя. Ну и, конечно, контур я тоже сделала дома, потому что как-то совсем на пленэре мне это не удалось провернуть. Очень, повторюсь, размочила задний план и не хотела рисовать это по-мокрому. Мне хотелось, чтобы был эффект на заднем плане, благодаря тому, что я развезла кучу воды, и очень хотелось детализировать передний план. Это тоже вид на нашем участке, это почти все нарисовано на нашем участке. Тут я еще дальше ушла от классических цветов, сознательно добавив розовые, желтые, фиолетовые тона, хотя их, конечно, в реальности мой глаз не мог различить. Но что-то было в этих кустах от этих цветов, и я решила это усилить, и мне очень нравится результат.
На самом деле главный герой — этот голубой забор, он безумно красивого цвета в реальности, и я постаралась нарисовать его и передать именно таким, какой он есть, и подчеркнув все это другими цветами. Мне нравится, как растеклась здесь гора, я не стала это поправлять в процессе. Я считаю, что задний план должен быть максимально быстрым, прозрачным, без каких-либо дополнений, чтобы показать глубину и выделить передний план. Передний план я уже контрастила, добавляла более темные участки. Почему-то очень захотелось внедрить белый лист в рисунок. Мне кажется, так получилось чисто, эскизно, при этом довольно закончено. Кажется, это... нет, не последний. И очень быстрый, очень смешной скетч, абсолютно спонтанный, интуитивный. Мы запустили коров на наш участок, чтобы они покосили нам траву. Пока я их рисовала, ко мне пришел кот и улегся прямо возле ног. Это ступенька, на которой я сидела. Да и, собственно, все. И мне хотелось их чуть-чуть еще дорисовать, но как-то пошел ливень, и я убежала. И, собственно, то, над чем я работаю, это чтобы скетчбук оставался рабочей тетрадкой. Не успела, не получилось, да и плевать, это всего лишь рабочая тетрадь, благодаря которой я смогу, используя ее, рисовать большие холсты. То есть, например, часть этих сюжетов я могу потом использовать для каких-то более крупных работ, а может быть, они навсегда останутся в скетчбуке. В общем, стараюсь себя не ругать и не возвращаться к тому, что, мне кажется, не получилось. И вот, не так уж много, а в целом вроде бы что-то да есть. Спасибо за просмотр. По ходу дела, как буду добавлять больше рисунков, обязательно сниму продолжение. До встречи. Тут такое дело, что пока мы монтировали это видео, я успела нарисовать еще пару разворотов в скетчбуке и решила все-таки под конец показать и их тоже. Это наш домик на территории, не основной, а мы его используем под мастерскую. И тут вот уже есть какие-то штуковины, которые мы успели сделать за это лето. Вообще тут обычный инструмент валяется, и тут мы сушим белье. Короче, очень родное местечко уже. Не могла его не нарисовать. А еще появилось вот это дерево. На самом деле я не очень довольна общей композицией, потому что такая минималистичная и практически однотонная, одноцветная птица. И такое многоцветие, бурное, веселое. В общем, на самом деле мне не нравится небо. Пора уже отучать себя рисовать его в стиле Ван Гога. Не получается у меня, как у Ван Гога. Надо это признать. Вот. А так, в принципе, мне нравится, что оно такое же все бодрое. Я не вернула туда свой любимый лайнер. Оставила все в карандаше. Так что результатом в целом довольно пофигу. Мы же здесь не за результатом гонимся, а все-таки за процессом. Рисовать было весело. И это вы уже видели. И это тоже видели. Вот тут котишки и коровам я дорисовала любимейший вид. Та речушка, куда мы ходим купаться практически каждый день. Я села на утесики и нарисовала. Тут прикольно получилось задать толщину острова. И сразу виден объем из-за этого. И прикольно, что получилось использовать уже готовый скетч котишки. И практически он получился как будто бы частью моей серии с котами. Кстати, неплохая идея. Может быть, я и сделаю продолжение холста. Вот, кстати, вот уже квадрат, практически готовая композиция, как можно использовать этот самый разворот скетчбука в своих будущих работах. Я нарисовала домишку, мимо которого мы ходим купаться. И на самом деле ничего в нем нет примечательного, кроме того, что я не могу не видеть два глаза и орущий ротик. А раз так, то надо и нарисовать. Пока рисовала, мимо проходило множество коров, множество поросят. Одну даже попыталась постфактум доделать, но не успела, уронила кисточку. На самом деле, мне нравится, как оно добавило живости композиции.
Ну и здесь мне, пожалуй, нравится вот этот холодная тень, этот холодный момент. Получилось живо. В общем, каков вывод? Не могу не детализировать, но теперь хотя бы это не черные контуры, а цветные. Цветными карандашами детальки дорисовываю. Ну и последний разворот. Смешные ребята. Анечка и Миша. Такие супер прям 2-минутные скетчики. Все. Вот теперь правда все. Забыла сказать, что я снимала подобные видео для своего Патреона, но, как и все другие русскоязычные PayPal, мой заблокирован в связи с этой проклятой войной, поэтому я пробую новые платформы и рассказываю всякую внутреннюю рисовательную кухню на новом, пока что непонятном сайте Bootsy. Ссылка будет под описанием профиля, если вам интересно чуть больше узнавать про всякие мои рисовательные трючки, то я буду рада вам там.